Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Меня зовут Елена. Сегодня я подготовила для вас продолжение мастер-класса по вязанию жилета. В этой части мастер-класса мы с вами будем вязать проймы, закругления для рукава. Я вам покажу подробный мастер-класс, каким образом вывязывать пройму жилета. В следующей части мастер-класса мы будем вывязывать горловину и, может быть, даже скос плеча. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы, а также продолжение вязания жилета. Будет еще, скорее всего, 2 мастер-класса. Последняя завершающая часть — это будет обвязка жилета и сборка и обвязка. Если кто-то еще не подписан и не присоединился к мастер-классу, добро пожаловать! Ссылки на все части мастер-класса по вязанию жилета я укажу в описании под видео в инфобоксе. Проходите по ссылкам и начинайте вязать сначала вместе с нами. Мастер-класс состоит из нескольких частей, где я подробно рассказываю и показываю, каким образом связать жилет и как вяжу его я. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Вот такая красота у меня получилась. Я отпарила низ жакета. Сейчас приступаю к вязанию полочек и спинки. Также проймы, горловины, плечевые швы. Значит, вот смотрите. Низ мы вязали сверху вниз. То есть вот таким образом я закончила край жилета. Сейчас приступаем к вывязыванию пройм и кокетки. Я провязала по схеме 3 ряда. Первый, второй, третий. И в третьем ряду делаем закругление для проймы. Как делать, вязать, я сейчас вам покажу. Давайте сначала я вам расскажу, каким образом я сделала расчеты для полочки и спинки. Всего у меня получилось в одном ряду, так как мы вяжем цельным полотном низ жилета, у меня получилось в ряду вот таких 41 ракушечка и 2 ракушечки по половинке. То есть если считать, то получилось полных 42 ракушечки. Я разделила на 10 ракушечек, 10 и плюс вот эти кромочные половинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ракушечек я оставила для каждой полочки, для левой и для правой. И 19 ракушечек у меня будет спинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Там, где начало пройм, на спинке и полочках я закрепила маркерами для вязания, для удобства. 1 ракушечка, вот видите, между маркерами, это у меня будет для проймы. Средняя такая ракушечка, которая остается в самой пройме. На схеме данной ракушечки нет. Обращаю ваше внимание. Если вы будете вязать по схеме, то здесь промежуточной средней ракушечки центральной ее нет. Так, значит, вяжем по схеме. Столбики с одним накидом, где у нас
3 столбика с одним накидом и чередуются между собой, разделяющие между ними 2 воздушных петельки. Этот ряд у нас идет от низа жилета, то есть он остается. К нему мы прикрепляем нить, вот к этому ряду, и вяжем по схеме ряд, где галочки, следующий ряд, где ракушечки, и закругление для проймы мы будем делать там, где идет ряд с галочками. Я провязала этот ряд, то есть вот от начала полочки до проймы, до будущей проймы я довязала до маркера. И сейчас я вам покажу, каким образом мы будем закруглять пройму. То есть вот одну галочку я провязала. Вот галочка, давайте я вместе с вами ее свяжу для наглядности. 1 столбик с одним накидом. Вяжем по схеме, можете вязать по схеме, вот, которую я давала в мастер-классе по вязанию кокетки. 1 воздушная петелька. Так, у нас между столбиками идет 3 воздушных петельки. И в это же основание провязываю 1 незавершенный столбик с одним накидом. То есть у меня на крючке 2 петельки. И в центральную часть ракушки, то есть это у меня по счету будет 3-й столбик с одним накидом, так как здесь 7, ракушка состоит из 7 столбиков с одним накидом, я в 3-й столбик ввожу крючок и провязываю незавершенный столбик с одним накидом. То у меня на крючке 3 петельки, и все петельки между собой соединяю. Вот таким образом вяжу скос проймы. Давайте еще раз покажу. Так, 3 петельки соединяю. Это у нас скос для полочки. Здесь вот начало, там, где у нас будет застежка, и здесь вот уже сама пройма. Так как у меня нить секционного окрашивания, и чтобы соблюсти все цвета, очередность цвета и приблизительно одинаковую ширину, я буду обрывать нить и подгонять каждый цвет уже по ходу вязания. Если вы вяжете из однотонной пряжи, вы можете этого не делать. То есть вязать сначала полочки обе, то есть сначала одну, потом вторую и спинку. А мне придется вязать все это одновременно, и полочки, и спинку. Вяжем в пройму для второй полочки. Я присоединила нить. То есть вот здесь у меня маркер, это заканчивается пройма спинки. 1 ракушечка у меня пропущена. И вот в середину, это в 3-й столбик, получается, если сначала считать 4-й, а так вот он средний. Это 4-й столбик с одним накидом, я присоединила нить, и сейчас я вам покажу, каким образом я буду формировать пройму для второй полочки. 1, 2, 3 воздушных петельки, и в вершину столбика с одним накидом я провязываю 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки. В эту же вершину я провязываю 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в ракушечку пропускаю 2 столбика с одним накидом, в 3-й столбик, в вершину 3-го столбика вяжу 1 столбик с одним накидом, в вершину 4-го столбика 2 столбик с одним накидом, и в вершину 5-го столбика 3-й столбик с одним накидом. Далее вяжем по схеме. Схему вы можете посмотреть в конце видео, либо распечатать схему. Ссылки все я оставлю в описании под видео в инфобоксе. Вот это схема укрупненный вариант. А здесь вот вы можете, если кто владеет крючком, и вы можете вязать, умеете читать и вязать по схемам, можете вязать вот по этой схеме, которая будет тоже приложена в конце видео. И также на нее я дам ссылочку в описании под видео. Проходите по ссылочке, скачивайте, распечатывайте и вяжите.
Это для тех, кто умеет вязать и кому не нужен мой мастер-класс. Я эту схему изменю в процессе вязания и уже буду вязать под свой размер жилет. Далее вяжу по рисунку до конца ряда. Довязала пройму до конца ряда. Закончила 2 столбиками с одним накидом. И приступаю к вывязыванию проймы спинки. Пройма спинки у меня 19 ракушечек. Аналогичным образом начало вязания, то есть вот здесь у меня средняя ракушечка остается, центральная. В середину ракушечки это третий, так это получается, да, четвертый, 3 столбика с одним накидом пропускаем, и в вершину 4-го столбика я привязала нить. Вяжу 3 петельки подъема, 1, 2, 3, и в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, 2 столбик с одним накидом в эту же вершину, 1 воздушная петелька, и так получается в 4-й, нет, здесь получается в 3-й, да, по схеме в 3-й столбик с вершину 3-го столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину следующего столбика провязываю столбик с одним накидом, и вершину еще следующего столбика провязываю столбик с одним накидом. Далее я вяжу до конца ряда вот по этой схеме, на которую я показывала мастер-класс. Если смотреть на схему, то мы вяжем 3-й ряд согласно схеме. Но я делаю формирование проймы уже сама с учетом своего размера. Если вы хотите вязать согласно схеме, то придерживайтесь схемы. Я показываю, каким образом буду закруглять пройму для своего жилета. Так, галочку, то есть у нас 3-й ряд узора 1, 2, 3, вяжем спинку. 2-й столбик с одним накидом я провязываю не до конца, оставляю 2 петельки на крючке, и в вершину 4-го столбика ракушечки провязываю 1 незавершенный столбик с одним накидом. На крючке 3 петельки, я их все соединяю вместе. Вот таким образом мы сделали скос для проймы на спинке. Я вам буду показывать, как вязать, формировать пройму только на спинке. Полочки, они вяжутся аналогичным образом, и они симметричны уже спинки, то есть закругление. То есть как вот вязать эту полочку, вы можете посмотреть, как я формировала начало проймы у спинки в начале. То есть это все вяжется симметрично. Я буду показывать мастер-класс по формированию проймы только на спинке. Провязываю 4-й ряд закругления проймы. 4 воздушных петельки, 1, 2, 3, 4. Во 2-й столбик в вершину провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и во 2-й столбик с одним накидом в вершину провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, вяжем ракушку из 7 столбиков с одним накидом в арочку галочки. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем по узору на схеме. Вот таким образом я сформировала пройму в 4-м ряду.
Я связала не по схеме, потому что я буду формировать своим образом закругление проймы. Вы можете вязать аналогично схемы. Вяжем до конца ряда, потом я вам покажу, каким образом формируем в конце 4-го ряда. Вязала 4-й ряд спинки практически до конца. Вот у меня здесь маркер. Значит, один столбик с одним накидом. Провязала вершину второго столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька. Теперь вершину первого столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом, но не до конца. У меня на крючке должно остаться 2 петельки. На крючок делаю 2 накида и в вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю столбик с 2 накидами, но опять же не довязываю столбик до конца. У меня на крючке 3 петельки. Эти петельки соединяю при помощи рабочей нити, протягиваю рабочую нить, и у меня на крючке получилась 1 петелька. Соединили все петельки вместе. Вот таким образом мы выполнили закругление проймы спинки в конце 4-го ряда. 5-й ряд закругления проймы спинки. Там, где у нас была между столбиками с одним накидом 1 воздушная петля провязана, провязываю 1 соединительную петельку. Вот таким образом захватываю рабочую нить и протягиваю ее через петельку. 4 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3, 4. И в вершину 3-го столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину 4-го столбика провязываю 2 столбик с одним накидом. И в следующий столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываю 3-й столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И там, где у нас столбик с одним накидом в предыдущем ряду, провязываю галочку по узору, по схеме кокетки. Узоры кокетки. Так, 3 воздушных петельки. И 2 столбик с одним накидом в это же основание. Далее вяжем 5-й ряд спинки узором по схеме кокетки до конца ряда. Довязала 5-й ряд до конца. В конце 5-го ряда у меня 3 столбика с одним накидом. Я провязываю 1 воздушную петельку и между 2 столбиками с одним накидом крайними провязываю между ними столбик с одним накидом. Таким образом мы выполнили формирование проймы для спинки в конце 5-го ряда. Приступаем к формированию проймы в 6-м ряду. Формируем пройму спинки в начале 6-го ряда. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И вершину 2-го столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Вот таким образом у нас выглядит закругление проймы от начала маркера в 6-м ряду. 1 воздушная петелька, и далее уже вяжем узор по схеме кокетки жилета. Это у меня 7 столбиков с одним накидом. Шесть, 7. Далее 1 воздушная петелька, и во 2-й столбик с одним накидом предыдущего ряда в вершину я провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и уже в вершину галочки провязываю опять веерочки из 7 столбиков с одним накидом.
Заканчиваю вязать пройму 6 ряда. После ракушечки провязываю одну воздушную петельку и вершину второго столбика с одним накидом вяжу один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В третью петельку цепочки провязываю один столбик с одним накидом. Закончили вязать 6 ряд. Вот таким образом выглядит пройма. Формируем пройму спинки в начале 7 ряда. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю один столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. Вершину пятого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю третий столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, вяжем галочку. Вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки и в это же основание провязываю второй столбик с одним накидом. Далее вяжем 7 ряд по схеме узора кокетки. Вязала 7 ряд до конца. Вот у меня галочка. И провязываю 1 воздушная петелька. В вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю первый столбик с одним накидом. В четвертый столбик второй. В пятый столбик с одним накидом предыдущего ряда. Это у меня получается третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю один столбик с одним накидом. Сформировали пройму спинки в 7 ряду. В конце 7 ряда. Начало закругления проймы в 8 ряду. В третью петельку подъема провязываем 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в вершину второго столбика 1, 2 провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька и в арку галочки провязываем 7 столбиков с одним накидом. Три, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем узор кокетки по схеме. Во вершину второго столбика с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом. И так далее по узору кокетки. Провязала я до конца 7 ряда. После ракушечки провязываю 1 воздушную петельку и в вершину второго столбика провязываем один столбик с одним накидом, но не до конца. На крючке оставляем 2 петельки. Далее вершину столбика с одним накидом 6 ряда я провязываю еще один столбик с одним накидом, но также его провязываю не до конца. На крючке 3 петельки. Этих 3 петельки при помощи рабочей нити соединяем в одну. И таким образом выглядит пройма спинки. Связано 7 рядов. Вяжем начало проймы 9 ряда. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В вершину третьего столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. В вершину четвертого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю второй столбик с одним накидом. В вершину
5 столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька и вершину столбика с одним накидом 8 ряда провязываем галочку. Это столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки и в это же основание еще один столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька и вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. Следующий столбик, второй столбик с одним накидом и вершину, получается, 5 столбика провязываю столбик с одним накидом. Это третий столбик по счету. Далее вяжем до конца 9 ряда по схеме узора кокетки. Конец 9 ряда. Провязала галочку, 1 воздушная петелька после галочки и вершину третьего столбика с одним накидом провязываю первый столбик с одним накидом. Вершину 4 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю второй столбик с одним накидом. И вершину 5 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю третий столбик с одним накидом. Далее вяжу 1 столбик с одним накидом между столбиком и 3 петельками подъема, провязываю между вот этими элементами столбик с одним накидом. Выполнили закругление проймы спинки в конце 9 ряда. Формируем пройму в 10 ряду. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. В вершину 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька и в галочку провязываю 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. 1 воздушная петелька и в вершину 2 столбика провязываю столбик с одним накидом. Далее вяжем по схеме кокетки. За 10 ряд до конца. После ракушечки провязываем 1 воздушную петельку и в вершину 2 столбика вяжу 1 столбик с одним накидом, но не до конца. Далее в 3-ю петельку подъема провязываю еще 1 столбик с одним накидом. И тоже не до конца. У меня на крючке 3 петельки. При помощи рабочей нити соединяю эти 3 петельки вместе. У меня на крючке получилась 1 петелька. Сформировали пройму спинки в 10 ряду. Формируем пройму в 11 ряду. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Вершину 3 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину 4 столбика провязываю 2 столбик с одним накидом и вершину 5 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька и в столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем галочку. 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки и в это же основание еще 1 столбик с одним накидом. Далее вяжем по узору схемы кокетки. В 3-й столбик 1 столбик с одним накидом и так далее до конца ряда. До конца 11 ряда у меня ряд закончился 3 столбиками с одним накидом. Далее я вяжу столбик с 2 накидами между
столбиком с одним накидом и 3 воздушными петлями 10 ряда. То есть провязала 2 столбика, то есть столбик с 2 накидами. Вот таким образом закруглили пройму в 11 ряду. Вяжем закругление проймы в 12 ряду. 3 петельки подъема, 1, 2, 3, и в вершину второго столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в арочку из цепочки, там где галочка, провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петелька, и во второй столбик вершину провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее вяжем 11 ряд по схеме кокетки. Довязала до конца 12 ряда. 12 ряд у меня закончился ракушкой из 7 столбиков с одним накидом. Далее вяжу 1 воздушную петельку и вершину второго столбика с одним накидом провязываю столбик с одним накидом. Давайте вот еще раз покажу. Вершину второго столбика с одним накидом провязываю 1 незавершенный столбик с одним накидом. Делаю 2 накида на крючок, и получается у меня здесь в 4-ю петельку цепочки, петельки подъема мы делали в 10 ряду, в 11 ряду, я провязываю столбик с 2 накидами, но не до конца. У меня должно на крючке получиться 3 петельки. Рабочую нить протягиваю через 3 петельки, соединила, у меня получилась 1 петелька. Все, на этом убавки я делать не буду в пройме. Вот у меня получилась полочка, то есть спинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. На 12 ряду я закончила делать убавление для того, чтобы сформировать пройму. И у меня получилось в 12 ряду 12 вот таких ракушечек. Давайте выполним замеры. То есть образец у меня еще до отпаривания. Посмотрим, сколько сантиметров у меня получилась ширина спинки. 32 сантиметра у меня. Это без отпаривания. Ширина спинки 32 сантиметра. Это без учета обвязки, то есть я буду делать обвязку проймы. То есть вот если растянуть, ну вот, я не знаю, каким образом будет кокетка после отпаривания, но пока вот если в растянутом виде где-то 36 сантиметров. Такая у меня будет спинка. Я уже на себе примерила то, что у меня получилось. Таким образом выглядит узор кокетки. И после кокетки узор, который мы уже вязали и отпарили. Далее я вяжу по узору схемы кокетки. Каким образом выйти на этот узор, я сейчас вам покажу. Это уже будет в 13 ряду. Будем выравнивать вот этот край и вязать по схеме узора кокетки. Так, 13 ряд уже вяжу без убавок. 3 воздушных петельки подъема, 2 соединительных, и в это же
основание, где у нас были провязаны 3 петельки подъема, в вершину столбиков с одним накидом, который мы провязывали вместе, провязала 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вершину 3-го столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, вершину 4-го столбика 2 столбик с одним накидом, вершину 5-го столбика 3 столбик с одним накидом. Далее я вяжу вот по схеме. Схема 2-го ряда. Это будет у меня 13-й ряд. По схеме 3-го ряда я буду вязать 14-й ряд и так далее. Вязать буду до выреза горловины. Каким образом будем вязать вырез горловины, вы увидите уже в следующей части мастер-класса. Для формирования выреза горловины я сниму мастер-класс уже в новой части. Связала я пройму. Высота проймы у меня получилась. Высота даже проймы, 2 проймы я связала. 12 сантиметров и 17 рядов. На 18 ряду я буду формировать уже вырез горловины, а также, может быть, сделаю даже скос плеча. Вот таким образом выглядит мой жилет. Нижняя часть жилета у меня уже отпарена. Я его постирала, отпарила, а верхнюю часть я постираю и отпарю после того, как его довяжу до линии плеча. Потом уже у меня будет стирка и сборка. В завершающей части я буду делать обвязку жилета по линии реглана, то есть и полочек, а также горловины. То есть обвязку рукава сделаем в последней части горловины, полочек. Низ жилета я, скорее всего, так и оставлю без изменений, но еще посмотрю, может быть, что-нибудь еще придумаю. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-класса. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новом мастер-классе.